Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Татьяна Сидоренко. И сегодня мы с вами рассмотрим на примере моей клиентки, которая отправляется в отпуск, почему же постоянно могут образовываться подногтевые мозоли. Итак, смотрите, как у нас скручивается свободный край. Конечно, когда длины нет, это не так сильно заметно, но вот как только у нас появляется хотя бы минимальный свободный край, постоянно у нас одна боковая стенка начинает очень сильно давить на валик. Для начала выполним снятие. Снятие мы производим с оборотами 25 тысяч. И снятие в педикюре мы делаем справа налево на форварде. Конечно же, когда нам нужно спилить материал старый у боковых стенок, мы можем немного развернуть фрезу и снять тонкую полосочку. Самое главное не делать давления, потому что мы же с вами понимаем, да, что выравнивание в педикюре мы не делаем. А это значит, что у нашей фрезы не так-то много запаса. Поэтому давление не делаем. Ну а что-то тонкое, либо какие-то отслоечки мы снимаем по ходу движения фрезы. То есть слева направо, либо производим движение снизу вверх. Также все снятие делаем на всех остальных 10 ногтях. И обязательно смотрим. Видите, я могу сбоку оставить тонкую полоску, потому что мы потом все равно будем проходиться пилочкой. Убираю длину кусачками, но в этом случае, если честно, лучше было бы воспользоваться фрезой-бочонком. Как-то раз я вам его показывала в своих видео, делала там педикюр на себе, и когда уже, в принципе, убрала длину, поняла, что в этом случае лучше было бы сделать это именно такой фрезой. Ссылки на все материалы, товары я оставлю в описании под видео, на все фрезы и на все гель-лаки, которые буду сегодня использовать. Очень важно понимать, что мы с вами ни в коем случае не должны пилить или подстригать боковые стенки. Но за исключением нескольких случаев, когда у нас, например, есть такой маленький торчащий уголок, который у нас врастает в кожу. Да, тогда мы можем с вами немножко подрезать боковую стеночку. И вот сегодня я вам показываю один из самых главных секретов чистого педикюра. Вы обязательно должны это попробовать. Пилочкой зачищаем териги. Разворачиваем пилку и очень активно, но в то же время легко, с применением небольшой силы, мы начинаем такими круговыми движениями или движениями взад-вперед зачищать кожицу. Сейчас я применяю давление, то есть обычно, если я подготавливаю ноготь, я вообще не давлю на пилку, работаю стороной 240, то в этом случае я могу все же чуть-чуть надавить, потому что мы убираем именно кожу. В чем плюс такой техники? Если вы убираете отдельно птериги, то у вас в дальнейшем вам практически ничего не придется обрабатывать. То есть смотрите, сейчас уже ногтевая пластина полностью чистая, и нам останется только зачистить саму кутикулу. Ну и, конечно же, убрать все, что у нас скопилось в боковых пазухах. А там, поверьте мне, много всего. Но сейчас мы этого делать не будем, потому что сейчас нам доступ туда максимально закрыт. После того, как мы поработаем фрезой, наши боковые пазухи раскроются, и нам уже будет лучше все видно. И, конечно же, процесс произойдет быстрее. Наношу присыпку. Как это делаю и зачем, рассказываю. Наносим присыпку в тех случаях, когда вы при снятии и работе с кутикулой предварительно чувствуете, что она резиновенькая или влажненькая. Тогда мы наносим присыпку, ждем минутку и стряхиваем все излишки. Работать по присыпке всегда не обязательно, но если кожа влажная, то она вам очень сильно поможет. Поможет фрезе не забиваться. Поможет вам не брать еще одну фрезу, да, иногда работаем двумя фрезами, если кожа очень влажная. Аккуратно на форварде я прочищаю все левые стороны и очень большое внимание уделяю вот этим вот местам, куда у нас впивался ноготок, точнее его стеночка. Обязательно, конечно же, зашлифовываем боковые валики, чтобы все у нас блестело, чтобы все у нас было красиво. Заходим мы в самый опасный угол. И я его выглаживаю и подготавливаю кутикулу как для аппаратной техники. Таким образом вы сможете убрать максимально все, что у вас скопилось. Обращаем внимание на положение фрезы. Обязательно ногтевой пластины мы не касаемся. Мы работаем с вами фрезой только по коже. Не забываем, что если даже после видео у вас остались вопросы, у меня есть очень подробное обучение онлайн по педикюру. Ссылочку я оставлю внизу в описании под видео.
Если у вас есть желание, вы также можете написать мне в любую соцсеть, я вам пришлю более подробно всю программу курса и его стоимость. Все мои курсы, кстати, онлайн с постоянным доступом, обратной связью и выдачей сертификата только после того, как мне присылают отработку, то есть после того, как я проверяю работы и мы с вами обсуждаем ее. Делаю срез ножницами. Кстати, тут недавно спорили с моей подругой, как удобнее делать срез в педикюре. Она всегда срезает фрезой, а я всегда ножницами, практически всегда. Так вот, напишите, пожалуйста, а как удобнее делать срез вам? Я могу сделать и так, но быстрее мне ножницами, а ей вот быстрее было фрезой. В общем, разделились во мнениях, очень интересно иногда поспорить со своей коллегой. Ну и добрались мы как раз-таки до подногтевых мозолей. Напоминаю, здесь второй пальчик еще очень сильно давит. Моя клиентка очень любит узкую обувь, поэтому второй палец налегает как бы на большой. Ну и, соответственно, происходит давление. Посмотрите, сколько там всего у нас скопилось. На самом деле подногтевые мозоли — это ничего страшного, это просто защитная реакция кожи от давления, она начинает грубеть. И здесь мы справились даже без всяких размягчающих средств, без ремуверов, очень деликатно, очень аккуратно. Когда вы видите, что ваша кюретка уткнулась и просто дальше уже никуда не двигается, опустите ее вниз и потом опять начните в том же направлении, то есть в направлении к синусу. В этом случае я аккуратненько вытянула просто остатки кусачками, которыми убирала длину. В общем-то, вот и все. На самом деле выгребли мы оттуда очень много, но посмотрите, какой шикарный, прекрасный результат, какие аккуратные, красивые ножки у нас получились. И самое интересное, что сейчас выполнить покрытие будет очень быстро и очень просто. Я наношу базу Base Rubber Light от Molteni. Она достаточно жиденькая. Наношу ее сначала очень-очень тонким слоем, потом беру прямо малюсенькую капельку и распределяю ее по всей вот этой большой огромной ногтевой пластине. Если бы у нас ноготь был бы меньше, я бы вообще не брала. Просто здесь ноготок не то чтобы нуждается в довыравнивании, а просто не в супер тонком слое, а просто в тонком. Выравнивания, еще раз повторюсь, здесь нет. Мы лишь выровняли небольшой провал, который у нас всегда есть на этом ногте. Ну и все остальные пальчики мы тоже покрываем также тонким слоем, аккуратно распределяем материал и приступаем к покрытию цветом. Выбрали невероятный цвет, это фрут номер 009, тоже от Molteni. Сначала хотела покрыть его в один слой, но когда вы покрываете в один слой, вы смотрите, если вдруг у вас где-то просвечивает свободный край, или где-то вам что-то не нравится, не хватает яркости, или вам кажется, что цвет во флакончике отличается от того цвета, который у вас на ногтевой пластине, лучше покрыть вторым слоем. Покрываю вторым слоем, прокрашиваю все под кутикулу тонкой кисточкой и покрываю матовым топом. Кстати, хочу рассказать вам об этом матовом топе. Это матовый топ от Cerebro. Обычно я его использую только для ручек, потому что он такой супер-супер матовый, супер вельветовый. Знаете, очень похож на Lionel. Но в педикюре я бы не советовала его использовать, потому что после него, во-первых, неудобно будет одевать носочки, а во-вторых, я думаю, что он будет пачкаться. Но проверим. Скоро клиент ко мне уже придет, и мы с вами вместе посмотрим. Под стразы я покрываю серебристым гель-лаком и наношу любую густую базу. В моем случае это Uno Lux. Беру стразы, кстати, давно вообще не выкладывала стразики. Напишите, пожалуйста, вы тоже уже забыли, как это делается. Но я вспоминаю. На густую базу выкладываю стразы. Дальше подвигаю их друг к другу апельсиновой палочкой. Напомню, что я все еще ничего не просушивала. Все это выкладывается на эту самую мокрую подложку. Дальше просушила и промазываю тоненько базой между стразиками. Ни в коем случае не перекрываем сами стразы, иначе все грани уйдут и блеск наш потеряется. Потом также промазываю топом. И мой самый любимый этап во всем педикюре – это опил торцов. Поверьте мне, если вы не опиливаете торец, вы не знаете, как может выглядеть ваш педикюр. Ногти смотрятся просто отпадно. Клиент уехал на море счастливый, довольный, с яркими, красивыми розовыми ногтями. Сочетание матового и страз
просто невероятное. Самое интересное, что представьте, если бы эти ногти были глянцевые, они бы уже немного по-другому смотрелись. Но вот этот вот контраст, когда что-то яркое и матовое, плюс стразы, в общем, смотрится просто обалденно. Кстати, в Инстаграме больше 1 миллиона просмотров у этого мастер-класса всего лишь за несколько дней. В общем, если было видео вам полезно и интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, нажимайте колокольчик. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!